медленно. Тебе кажется, что у всех получается, что все уже там. Ты в противовес идее купил курс, стал миллионером. И ты такой классный, на энергии, все делаешь. Все. И завтра ты уже начинаешь не там, где ты был вчера. Тоже долбим, друзья, как дятлы. Ну, чем ближе моя поездка в Перу, тем больше мыслей или вопросов о смысле жизни, или они как-то сами поднимаются, да. Типа, кто я, что я, с какой целью я хочу ехать в Перу, почему для меня это важно, что я ожидаю от этой поездки. И как-то вот в который раз уже вопрос смысла жизни возник. Ну, типа, в чем смысл жизни, детка? Мой ответ себе на сейчас такой, что выстроить ту жизнь, которая нравится мне самой. Попробовать реализовать те смыслы, которые важны мне самой. Где-то видела видео с названием «Ты свой самый важный проект» или как-то так. То есть убрать то, что мешает, внутреннее. Это больше про внутреннее, или в большей части это про внутренний мир, но и про внешний тоже. Внутренний и внешний мир, они должны быть в балансе. Но большим количеством денег и успешной карьерой не замазать какие-то внутренние дырки и проблемы. Поэтому нужно обращать внимание на то и на другое в равной степени. У меня был период, когда я начала больше обращать внимание на внутреннее и сильно меньше на внешнее. Сейчас я вижу, что все-таки стоит их в балансе держать. Но я больше не готова ради внешнего или ради материальных каких-то штук жертвовать своим внутренним состоянием. В более ранние годы жизни это было так. То есть я систематически и регулярно жертвовала своим внутренним миром, для реализации во внешнем, то есть строя карьеру, строя бизнес, зарабатывая деньги, пытаясь как-то внешне выглядеть достойно, красиво и т.д. Я абсолютно не обращала внимания на то, а что у меня внутри, как я себя чувствую, не обращала внимания на смыслы, не задавала себе вопрос, зачем, в чем важность. Действительно хочешь или надуманно? Ну, в идеале, чтобы это был баланс. Но ни у кого нет ответа на то, как этот баланс выглядит конкретно у тебя. И да, люди живут, уверенно вещают со своей позиции, но на самом деле никто не знает, что он делает, куда он идет, как правильно. Поэтому каждый должен искать эти ответы самостоятельно. Поэтому моя следующая предстоящая поездка в джунгли – это попытка найти новый баланс или увидеть то, чего я еще не вижу в этой жизни, или, может быть, где я заблуждаюсь, где я допускаю какие-то ошибки. Лучше почувствовать и прожить свое важное. Несмотря на все мои попытки, сконцентрироваться и начать что-то делать по сути, вот я первые полдня тупо
что-то проделала, не понимаю что, то есть супер неэффективно. Какое-то такое состояние, когда я просто в голове и много-много мыслей, и ничего не могу с этим сделать. Но из опыта лучшее решение — это пойти что-то поделать телом. Или пойти на прогулку, или пойти классно поработать физически в спортзал. И это приземляет в тело, это заземляет, и появляется такая сосредоточенность, сконцентрированность. Поэтому сейчас этим и займусь. Go работать в зал. У меня есть одна настольная книга, которую я слушаю, переслушиваю регулярно раз в какое-то время, чтобы напомнить себе следующие мысли. То есть я ее когда слушаю, у меня возвращается такое тотальное спокойствие и контроль над собственной жизнью. Это книга Джеймса Клира «Атомные привычки». Какой ценный месседж я для себя нахожу, что любая форма успеха, что бы ты ни захотел изменить или чего бы ты ни захотел добиться, без разницы, будь то бизнес, будь то спорт, будь то блогерство, любые штуки, их невозможно достичь overnight, то есть проснуться и вот ты блогер за счет того, что ты понял какой-то секрет. И то, что он говорит, это в противовес популярной нынче идее успех быстро, в легкости, в противовес идее купил курс, стал миллионером, купил у меня курс и там твои рилсы будут залетать на миллионы. Может повезти, но часто не везет. И это вопрос ежедневных действий. И это вопрос того, важны маленькие шажочки. И важно их предпринимать каждый день, важно систему создать. Система является ответом на порядок в жизни, То есть вот этот успех, у каждого он будет своим. Он достижим путем маленьких шажочков, регулярных действий и выработки системы. То есть каждый день ты осваиваешь что-то новое и продвигаешься на миллиметр. И завтра ты уже начинаешь не там, где ты был вчера, а уже немножко продвинувшись. Поэтому результаты — это вопрос регулярности, это вопрос выработки системы. И еще вопрос личности, идентичности. Можно улучшать привычки, а можно, например, сказать себе, что я блогер, или регулярно себе говорить. И тогда меняется идентичность. Вот ты решил стать профессионалом в каком-то деле. Каждый день ты просто добавляешь по капельке к тому, что ты делаешь. Где-то прочитал материал, где-то чем-то поделился. И в спорте, например, ты не только над программой работаешь, а каждый день немножко улучшаешь питание, улучшаешь сон. И так по капельке ты каждый день приближаешься к своей цели. Но это, повторюсь, не за один день и не overnight успех. Это требует времени, и часто мы себе это время не даем. И ожидаем от себя слишком быстрых результатов и слишком много. Постановка привычек, смена идентичности, они меняются долго. Если это усвоить, то снижается стресс, снижаются ожидания, и мы можем идти на более длительные дистанции. Кое-как сделала
базовую тренировку. Вышла из зала, ну, такая, с чувством некого неудовлетворения. Встречаю тренера Тони. Говорю: Тони, я сегодня сделала базовую тренировку, но я не в силе. I'm not in power. Сделала, что могла. И он мне говорит, в общем, подбодрил меня очень классно. Говорит: главное, что ты пришла. Это то, что имеет значение. Даже если ты не в силе, даже если ты сегодня плохой день, ты пришла, и это главное. Просто keep coming. Продолжай приходить даже в самые плохие дни. То есть продолжай делать то, что ты делаешь в плохие дни. И я тут же вспомнила другую поговорку или другую мотивашку. Типа, не имеет значения, что ты делаешь в хорошие дни, потому что они и так хороши, и ты такой классный, на энергии, все делаешь, все у тебя отлично. Имеет значение, что ты делаешь в те дни, когда не складывается. И тут очень важно, вот как сказал Тони, просто продолжать долбать. Это вопрос привычки. Это вопрос привычки. Вот, так что в плохие дни тоже тоже долбим, друзья, как дятлы. Я хочу вот эту привычку приходить в зал. Я сейчас хочу переложить на YouTube видео. Но с залом как будто бы проще. Тут приходишь в зал, и уже нет шансов не позаниматься. А вот с видео я не знаю, что это за действие пока, которое я долблю независимо от настроения каждый день. Ну, может быть, съемка, конечно. Ну, в общем, я пока в процессе постановки привычки. Самое такое важное... В общем, если ты хочешь обеспечить... Короче, в любом деле, которое человек... Я себе стараюсь напоминать, что в любом деле, которое я хочу начать, всегда идет очень сложно и со скрипом, и медленно. Тебе кажется, что у всех получается, что все уже там. Ты не видишь этих часов, сотен часов, тысяч часов, которые человек потратил. Тебе кажется, что ты неудачник, что ты хуже всех. И тут очень важно заткнуться и продолжить долбить, как дятел, вот эти самые действия, которые ты себе определил. То есть выработать, или мы говорим про выработку привычки, которую ты долбишь независимо от внутренней гребаной погоды. Она всегда меняется, настроение всегда переменчиво. И нельзя надеяться, что я буду снимать, когда у меня будет настроение, или я буду ходить в зал, когда у меня будет настроение. Нужно создать систему. И так по большому счету во всем. Хочешь бизнес – создай систему. Хочешь здоровье – придется создавать систему. Не хочешь создавать систему – ну, болтайся как в ополонке. Чем лучше мы в создании системы, тем стабильнее у нас жизнь, тем больше свободы появляется, тем больше кайфа, что ли. То есть те вещи, которые вызывают усилия, после выработки привычки ты даже не задумываешься, делать их или нет. Ты делаешь их на автомате. И это вопрос времени, когда ты преуспеешь. Что я хочу? Я хочу перец, что ли, взять.
какой выбрала? Мне нужно что-то в кабинет, чтобы было красиво. Мы сейчас пойдем еще в один магазин цветочный. А пока идем за десертом. Вот такую штуку купила. Чойра раздают. Круассаны. Ой, вот это моя любимая. Это с канелой, а это с орешками, да? Я гостям, не себе. Конечно, конечно. Давай, 2, вторая. А на тебя на всякий случай взять, вдруг захочешь? Конечно, взять. Поэтому я и не худею. Нет, не поэтому. Вообще они тут ни при чем. Они маленькие, посмотри, маленькие. Сколько грамм? 86, говорят. То есть где-то килокалорий 350. 85 грамм удовольствия. 85 грамм удовольствия. Хочу газировочки взять. Сейчас найдем что-нибудь вкусное и без калорий. Сейчас будет очень вкусно. Ой, неплохо. Вот мне кажется, что кофе здесь почти везде неплохо. Ты знаешь, я бы так наоборот не сказала. Да? Это ты в Штатах не была? Ну, может быть. Часа полтора потратила на съемку рилса для Инстаграма. Отправила Роману, показала Ире, попросила фидбэк. Они отфидбэчили. Теперь все идет к тому, что я его не опубликую, потому что все их комментарии очень в точку, и я вижу, что, блядь, они правы. Еще я слышала, или люди, которые преуспели, говорят, блядь, несмотря ни на что, просто публикуйте, публикуйте, публикуйте. И я сейчас такая, блин, публиковать или переснять, допустить, что время может быть потрачено впустую, хотя на самом деле не впустую, потому что с каждым снятым рилсом я продвигаюсь и понимаю лучше, у меня появляются какие-то свои инструменты, подходы и так далее. Конечно, хочется видеть результат, чтобы он был быстрым, но, видимо, это так не работает. Собственно, как и ничего. Везде нужно прикладывать, короче, все требует времени, и, похоже, нужно учиться себе это время давать, не критиковать, идти в своем ритме и делать то, что нравится. Один из советов, который мне дал Роман, и иногда я об этом сама помню: делать то, что тебе интересно. Снимать на те темы, которые тебе интересны. В общем, интерес является важной частью моей жизни, ну, собственно, как и каждого. И когда я забываю про этот интерес, пытаюсь идти от каких-то идей, все идет наперекосяк. Вот. Ну, а если тебе интересно, то ты уже не потратил время впустую. Мне было интересно, я была вовлечена в процесс, и я продвинулась. Поэтому
Не знаю, опубликую ли я Reels, но ставлю себе зачет и поехали дальше.